Фермерство одно из самых недооцененных занятий в раз. Да что ж говорить, продажа ткани, чаев на фармы пирогов это буквально половина экономики любого сервера. Одно нажатие кнопки может дать тебе дополнительно 20 хп, полную сытость, которую ты поднимешься с колен в любом файте. А чай на ночную видимость это вообще отдельное удовольствие, лакомый кусочек, которого не было ни у кого, кроме нас. И что самое интересное, разработчики активно развивают это направление, постоянно подогревая интерес новыми анонсами. Но прежде чем смотреть в будущее, нам нужно было разобраться с тем, что уже есть в игре. Курицы, пчелы, пшеницы и десятки разных чаев. Все это способно превратить обычное дуо в неубиваемых наемников, но это была лишь половина нашего плана. Если два человека под бафами могут уничтожать игроков пачками, то что сможет сделать огромный клан? Нас интересовал не результат, нас интересовал масштаб. Мы хотели не просто внедриться в клан, мы хотели снабжать его всеми бафами, которые вообще есть в игре, чтобы получить контроль над всем островом. A place where wonders gleam and nothing as it seems. Mountains high, valleys low, where the gentle breezes go. Friends we meet. Это был крупнейший и самый влиятельный австралийский клан на сервере. На протяжении полугода они удерживали лучшую территорию и фактически контролировали весь сервер. Именно он стал целью нашего плана. Конечно, в Расте существуют и другие альянсы, но чаще всего нам приходилось делать все за них. Они зависели от нас, им не хватало ресурсов, организации или силы. В этот раз все было иначе, мы хотели внедриться в полностью самодостаточный клан. В тот, который ни в ком не нуждается, который все решает сам, и это был именно он. К тому же все игроки в этом клане общались на английском языке, а значит нас точно не должны были узнать. Но вместе с этим возникла другая проблема, выстроить с ними коммуникацию было задачей не из простых. Поэтому мы подготовились заранее, продумали план и даже взяли переводчика в команду, чтобы попытаться реализовать идею на миллион. Глава 1. Самый большой австралийский клан. Ох, снова Глобал и снова Австралия. Да, жалко, что не вышло морское обновление. Ничего, у нас есть крутая идея. Это не помеха. Полностью пустой сервак, просто с минуты на минуту дошли. Ага, это вообще такой топ. Наш путь, как вы уже поняли, начался на глобальный вайп, прямиком на австралийском сервере. You need farmer on your team. Именно отсюда, прямо с этого спавна и с этим бомжиком мы бежали непонятно куда. Но знали точно, что нам нужны семена. И клан, для которого мы ненадолго станем фермерами. Так, ну, в целом зеленки много. Раскидаем спальники и найдем семена. Густой лес я вижу. Тут джунгли есть. Но думаю, для начала мы должны с тобой объединиться. Но это надо к тебе, сейчас я у тебя встану. Клановый фермер с пингом 220. Да и знание английского, мягко говоря, у нас было не на высоком уровне. Но что мы вообще надеялись таким богатым арсеналом, если честно, оставалось загадкой. Загадкой, которую нам предстояло разгадывать все это выживание. Опа, машина. Прикинь, сделать бронированную машину первыми на сервере. Ну прикольно. Но это было только начало нашего пути, а значит торопиться было некуда. План родился почти сразу на ходу, и тогда он казался по-настоящему гениальным. Уже с первых минут вайпа мы решили попытаться забрать себе полностью бронированную машину и использовать ее как передвижной дом. Это был идеальный способ хранить все наши ресурсы и не привязываться к одному месту, экономя самое ценное на старте вайпа — время. Еще детали. Казалось, что все идет как надо, ритм пойман, но в какой-то момент аккум начал жестко пинговать. И тогда я понял, в чем проблема. Проблема VPN. WhatsApp начали блокировать, а звонки в Telegram обрываются. YouTube тормозит так, что невозможно смотреть. Я еще не говорю про проблемы с играми, которые появились на компьютере в последние дни. Надоело. Написал в гугле DeadVPN и вот что нашел. DeadVPN это единственный VPN, который работает без регистрации вообще. На андроиде он просто ракета. Смотри, вводим DeadVPN в гугле, скачиваем, запускаем, один клик и все уже работает. WhatsApp снова работает отлично. В Telegram звонки идут без проблем. На компьютере также просто. Вводим в Google DeadVPN, скачиваем, запускаем, кликаем, и теперь YouTube можно смотреть 4К без задержек. DeadVPN работает в один клик и мгновенно. Все нейросети наш знаменитый ChatGPT. Также с DeadVPN нет проблем с играми. Он доступен на iPhone, Android и компьютере, а скачать его можно просто написав в Google DeadVPN или по ссылке в описании.
Ой, она очень медленно едет, чё. Надо 2 движка обувать, как будто. Меня просто сейчас копьем затыкают, и я деднусь. Не теряя ни минуты, я сразу выдвинулся в сторону мирного города. Нужно было встретиться с Акумой и заодно привести наш новый транспорт в порядок. Чувак, я заглох, помощь нужна. Мне места просто не хватит все это разлутать. Я фулл инвент. Залутай детали, я на НПЗ бегу. На, Беру. самый важный. Так, ну еще 4 МВК и 250 скрапа. Вкуснота. Изучайся, пока мы не умерли. Чувак, ну я полверсака изучил. Пока большинство игроков бежали как можно дальше и быстрее, пытаясь занять территорию поближе к тир-3 зоне, мы выбрали другой путь и пользовались всеми благами мирного города, не привлекая лишнего внимания. Я яички уже собираю. Слушай, кукурузские яички есть. Но наш транспорт все еще оставался ненадежным. Без замка хранить в нем ресурсы было слишком рискованно, это нужно было срочно исправлять. И единственным решением оставалась свалка, расположенная на другой стороне карты. Именно там, за небольшое количество металла, мы могли наконец исправить этот нюанс и сделать наш передвижной дом по-настоящему безопасным. Oh shit, I forgot. Норм? Да. Давай. Газуй. Газую. И теперь с его помощью мы могли фармить дорогу и забирать все у дорожных фармил, пополняя наши запасы прямо на ходу. Да. Вкуснятикс. Отработано. К тому же у нас был четкий план, своя структура и свое понимание того, как мы будем играть до того момента, пока не попадем в какой-нибудь клан. И шаг за шагом мы строго следовали ему. Так, я сейчас изучаюсь дальше. Мне так нравится, что у нас есть схрон, который никто не может пока что сломать. Да это такое то. Вот это спидран. Вообще люто. Первым этапом нашего плана было закрепиться рядом с мирным городом. И благодаря машине мы сделали это за считанные минуты, сэкономив время и ресурсы на постройке базы. А во время всех этих путешествий мы даже нашли сачель, которые собирались воспользоваться, чтобы отжать небольшую кибитку и временно хранить там все семена. Первый рейд нафиг. Которые по задумке должны были оказаться у нас уже совсем скоро. Он тоже собирает. Он что-то знает. Ну... Потратили больше, чем получили. Киба есть. Пусть стоит. И вот у нас уже была кибитка для семян, да и вообще для разлута. Место в машине с каждой вылазкой заканчивалось, что было вполне логично. Темп мы только наращивали, ресурсов должно было становиться все больше. И перед следующим этапом нашего плана нужно было как следует подготовиться. Что деднутые челы. Их пума загрызла. Ой, смотри, смотри, смотри. Он перед нами. Голова. Дед. Так, мне голову разбили. Вот его. Ох. Что, так вот перехватывать челов вообще неплохая темка. Ну, они очень богатые. Да. Начинался следующий этап нашего плана. Новое изучение и новое оружие должны были дать нам совсем другой подход к поиску семян. Потому что на полностью забитом сервере бегать с луком означало просто терять время. А в этом выживании нам нужно было одними из первых вывести топовые гены. Так что каждую минуту приходилось использовать с умом. Он домой убегает, надо стрелять с ревика. Да. Япон у него тут. Ха. Чё, дорогу бьет? На мне. Да. Да, семена эти сейвим. Тыква, кукуруза. Пшеница нужна.
Иду по пути до Ултайм. Ну, у меня 28 семян тыквы, 17 кукурузу. У тебя что? У меня 26 пшеницы, кукуруза, 7 тыквы и еще кукуруза и тыква такая. За один довольно короткий заход нам удалось налутать примерно по стаку семян тыквы и кукурузы, чего вполне хватало для вывода топовых генов. Но сервер тоже не стоял на месте все это время. В нашем районе уже появлялся первый огнестрел, что заметно усложняло поиск семян для топовых чаев. Хорошо. Однако, пока все шло строго по плану, пункт за пунктом выполнялся без особых усилий, и в процессе я даже начал расспрашивать местных жителей о каких-нибудь крупных группировках. What up, farmers? Yeah, we farm resource for big clans on this server. Yeah, we found clan, you know, big clan. Обычно клан у экскаватора считается самым большим на сервере. Их играет человек 30. Do they need farmer? Лучше сходите к ним и спросите, обычно им нужны фермеры. Они строят огромную базу, после чего рядят всех, кого только видят, около 2 недель, после чего покидают сервер. Окей, thank you. Ну, вроде экскав говорил или что такое. Да что, он сказал, что на большом экскаваторе какой-то большой клан, короче. Хороший зацеп. Огромный клан казался для нас идеальным вариантом. Эту важнейшую информацию мы получили совершенно случайно, встретив первого попавшегося игрока. Но идти и пытаться внедриться к ним прямо сейчас было слишком рано. Нам все еще не хватало семян для стартового набора фермера. О. Угу. Началось. Блин, ну там чел со спасом. Как мы убивать будем, если мы пойдем? А мы сейчас чекнем. О, Убиваем его, убиваем, Алексей. Убил. там чел голый. У меня сочили. Эх, не хватает. Hello, hello. I know you got raided, but I anti-raid you, man. Thanks, man. Слушай, спас 2 сочели. Сколько красных патрон. Слушай, это реально новая тактика по выживанию. Называется «Выживаем на машине без дома». Наши фермерские, а где-то уже и антирейдерские дела шли только в гору. Выживание на колесах сильно отличалось от привычных стартов в Расте. Все происходящее ощущалось дико и по-настоящему интересно. Впереди нас ждал следующий этап плана, но перед ним нужно было еще немного пороумить. Для чего еще я выбил эту СМГ. Он с арбиком. Много ресов. Я 1 хп. Акума, надо апать. Еще фулл деднут. Голова. На скале прыгают. Отходи. Тут в скале дом. Я дед. Слева. Так вот и закончился наш шоу. Офигеть тут народу. Да тут со всех сторон, вон, они уже все понабирали, их 3. Пусть перестрелка по дому закончилась потерянной СМГ, по большому счету ничего действительно важного потеряно не было. К тому же появился небольшой перерыв, и я с радостью провел его на Cobalt Lab. На сайте 4 основных режима: крыты, краш, колесо и мой любимый мины. Ты тоже можешь попробовать, так что выбирай, что нравится, и соревнуйся с другими игроками, кто заберет больше серы. Плюс заходишь каждый день, собираешь карточки, забираешь награды. Приятно, стабильно и без лишних заморочек. Еще тут есть Daily Race, можно забрать 1000 серы, но придется реально постараться и выйти в топ среди других игроков. Пополнение доступно с любой точки мира и большим выбором способов, так что проблем с этим вообще нет. А вывод выигрыша работает быстро и стабильно, обычно меньше, чем за минуту, можно сказать почти моментально. Так что залетай на Cobalt, вводи мой код двушка, забирай 4 крейта, а также бонус к пополнению 45%. Ссылка в закрепе. После небольшого перерыва нам удалось перейти к следующему этапу задумки, к поиску крупного альянса, в который нам предстояло внедриться. Смотри, тут выставляют чертежи. Может, это тот самый клан? Взгляд сразу упал на тир 3 зону, на зимний биом, место, где сосредоточилось больше всего редтаунов. You need farmer on your team, guys. We found clan. We wanna farm for you, guys. Это будет не так просто.
Мысль о том, что крупные альянсы могут просто так отказаться от фермеров, казалась дикой и непонятной. Но первый блин, как обычно, вышел комом, и поиски продолжились дальше. No, I am naked. I am farmer. No. You can check my inventory, you know. Hello, guys. You need a farmer? Ну давай попробуй тут пофармить. Он мне показал туда и что-то сказал, я не понял. Чё стоишь? Ну давай, иди фармить, быстро. Он сказал фармить иди. Ой, они меня убивают. Они по мне стреляют. Они по мне стреляют. Всем кланом. Знаешь, нам нужна просто какая-то типа кепочка фармера. Ну, мы выглядим не как фармеры, посмотри на нас. Мы выглядим как бомжи. А как не выглядит как бомжи, когда нас убивают? Не знаю. В общем, поиски заметно затянулись. На такой исход никто не рассчитывал. Казалось, что подходящий клан найдется куда быстрее. Но вместо этого приходилось бегать из одной части карты в другую, выискивать крупные постройки и каждый раз надеяться, что именно в этот раз повезет. Hello guys, I am naked, I have question for you. Я вижу, у вас отличная база, она довольно большая. Меня зовут Фармер Джо. Oh, thank you, Farmer Joe. Да, мы большой клан. Ты хочешь быть нашим фермером? Почему бы и нет? Я хочу построить самую большую ферму на сервере. Big farm base, big farm base. Yeah. А как ты хочешь построить ферму? Просто рядом? Или ты хочешь играть с нами в команде? Было бы здорово играть вместе, но ферму я буду строить отдельно рядом с вашим основным домом. Sorry, man, we can't. We've already got it sorted. Ладно. Чувак, никто не хочет нас принимать, я в тильте. Что будем с этим делать? Плевать? Да не. План, который еще недавно казался идеальным, начал трещать по швам. Было все, кроме главного звена в этом сложном механизме клана, который предстояло внедриться. И все это выживание буквально висело на волоске. Уверенность постепенно уходила, а мы все чаще ловили себя на том, что не понимаем, куда двигаться дальше. Да и в голове крутились самые разные мысли, иногда довольно безумные. А прикинь им поставить реально шкаф и сказать, если вы нас не берете, can you pick up me? То типа, если вы нас не берете, то все, хана вам. Нужно было срочно что-то менять, сервер или, возможно, сам подход. Ответа пока не было. Именно в этих раздумьях Хакума вдруг вспоминает о клане, про который мы уже получали наводку, но почему-то так и не воспользовались. Usually XCAP group is the biggest one here. И это последняя, почти отчаянная попытка вела нас прямо к гигантскому экскаватору. Ну смотри, я вижу какой-то кибу, вижу чела, как будто он рез таскает с карика. На первый взгляд там не было ничего удивительного. Обычный карьер, десятки стен и кибитка для переноса лута. И весь следующий день ушел на поиски того самого клана, который по нашим расчетам должен был жить где-то поблизости. И кажется, мы кое-что нашли. Не знаю, чувак, но если нас те не брали, как будто эти точно не возьмут. А эти вообще заряжены, у них уже бензишки ракеты. После вайпа сколько прошло? Не знаю, это капец. Прошло, 3 часа. 3 часа? Они уже всех гиры бегают, вон, смотри. Давай мы проследим за ними, куда они пойдут, и договоримся с ними. Опа. Да, не уходит, смотри, справа стреляет с куликом. Сишки, ракеты, пулемет всего за 3 часа от вайпа. Это был идеальный вариант, и пока большая часть клана куда-то разошлась, появился шанс воспользоваться моментом и попытаться внедриться в их ряды. Hello, guys. Чувак, ну как будто они тоже на контакт не идут, или что? Странно. Да нет, вроде меня не убивают. Hello? Hello. We are looking a big clan. We could farm for you. Absolutely. You guys are the Russians, right? From last wipe? We tried to raid you and failed. Yeah, I remember. Oh, that it's you, man. Yeah, we just raided this thing. Nice. How many people are playing in your clan? Right now, 30. Oh, huge clan. So do you need You wanna farmers? farm for us? Yeah. And build big farm base for your big clans, you know? Okay. Мы будем строиться около S5, T5. Если вы хотите строиться где-то поблизости, то, возможно, V1, V2 будет отличным местом для фермы. Окей, без проблем. Только у нас есть свои ресурсы, которые нужно перевести. Мы тогда сейчас этим займемся. Окей, если нужна помощь, скажи, а так ждем вас. А ты можешь кинуть мне зеленку? Вроде как могу. Секунду, позову лидера клана. 2 and 2s as well. Nice. Ох, смотри на карту. Смотри, что происходит. Nice, окей. See you soon.
Чувак. See you. Thank you. Чувак, посмотри, сколько их. Чувак, Да я вижу. мы куда попали? 10 человек тут их. Именно в этот момент стало ясно, что все было не зря. Эта встреча изменила выживание. Наконец появилась настоящая цель и смысл двигаться дальше. Но ирония заключалась в другом. Клан, в ряды которого удалось внедриться всего месяц назад, пытался уничтожить наш дом Ку. Да и Предет с легкостью узнал мой акцент и голос. Это, наверное, сыграло немалую роль. Короче, мы попали в самый большой и самый опасный клан Австралии. Надо киляться, еды нет. И теперь настало время пользоваться первыми небольшими плюшками этого альянса. Например, над головой появилась огромная крыша. Чувак, мне нужен клан. Я написал. Помоги! Help! Сейчас проверим, насколько можно доверять нашим ребятам. Давай, уже бегут. Уже метку поставили на тебя. Работают. О! Все. Сложился. It's your big mistake, man. Да все, ты доигрался. Nice, guys, good job. Great job. Thank you. Чувак, это наша территория. Радоваться, конечно, хотелось еще долго, но было слишком рано. Кроме семян, этому клану пока нечего было предложить. Впереди ждала стройка огромной фермы, способной закрыть все потребности Большого Альянса. А еще долгие часы на вывод топовых генов. Дел предстояло много, и именно это делало все происходящее по-настоящему интересным. Тут чел. Hello, hello. Big Where? What do you mean? Excavator. I got raided by Big Zerg. Yeah, we playing with Big Zerg, sorry. У меня нет ресов. К нам наш чувачок бежит. Hello, сука. Hello. It's our big farm base, you know? You're gonna make a big farm base? Yeah, 2 more teas and clothes. Так, а чё нет дерева, все. Да, я иду за камнем. Это называется дом «Насуйте нам в щелочку». Да. Не знаю, чувак, уже выглядит вообще сумасшедший, посмотри. Да. Ферма постепенно росла, камня требовалось все больше, но заниматься стройкой прямо сейчас не входило в планы. Куда важнее было поставить верстак 2-го уровня, чтобы с его помощью изучить и начать крафтить все необходимое для вывода генов. Алло. Австралийские союзники тоже не теряли времени. Они отстраивали вышку для контроля гигантского карьера и между делом задавали довольно странные вопросы. Farmer Joe, you know Lenin? Vladimir Lenin. Good, bad. В общем, все сводилось к одному, нужно было где-то раздобыть чертежи для верстака 2-го уровня. А с Редтаунами поблизости дела обстояли плохо, поэтому пришлось идти в сторону заброшенной военной базы и уже там из военных ящиков попытаться выбить нужные чертежи. Ну что, зовут нас, что ли? Наши могут зачистить спокойно. Япон, чертеж, чувак. Чел бежит. Он мне голову разбил. Дал голову ему. Пуш. Дал хит, убил. Все, волков убивай, я его золотая. Волков убивай. Понял. Так называемый раз в удовольствие. Еще одним приятным бонусом жизни в этом клане было то, что экскаватор был запущен нон-стоп. Боты там всегда были защищены, а значит можно было спокойно пользоваться переработчиком, который по ощущениям больше смахивал на личный перераб. Hello. We need a recycle. Yo. Йо-йо. Yeah, go for it. Идет проверять, чтобы мы дизель не украли, я тебе говорю, чувак.
Ну, у нас 240 скрапа. У нас есть это все, но есть проблема с верстаком. Пока кланы активно рейдили друг друга и сообщали об этом в чате. Кстати, это был тот самый альянс, к которому я еще недавно просился. Нужные чертежи все никак не выпадали ни из дорожных ботов, ни из военных ящиков. И тогда стало ясно, что решение все это время находилось буквально под боком. А точнее клан, который продавал эти самые чертежи. О, hello. Hey, here's 3 basics. Nice, what do you want? You got the crude? Maybe 300, yeah, in my base. Yeah, just bring over when you can. No problem. Окей, thank you. И теперь, имея верстак второго уровня, наконец появилась возможность крафтить все необходимое для вывода топовых генов. Но сначала предстояло разобраться с долгом, а точнее отдать 300 сырой нефти австралийскому альянсу, чем я и собирался заняться прямо сейчас. Смотри, нас на рейд зовут. We are going great soon, come run with us. You're crude. Hello, let's go. Так. Yeah, got crude, thank you. Where is base? You wanna raid? Мы еще не решили, обсуждаем и планируем, но в скором времени напишем в командный чат. Будьте готовы. Окей. События начали развиваться стремительно и совершенно неожиданно последовало приглашение на совместный рейд. Но по-настоящему удивительным стало другое приглашение в их Discord канал, к чему мы точно не были готовы. We'll join you Discord, он говорит. Так у нас арбалеты, чувак. Мы с реликами пойдем. У нас нет кита. Напишу, we can try. А что вообще нам оставалось делать? Отказываться было бы слишком неловко, да и портить только начавшееся знакомство совсем не хотелось. При этом знание английского ограничивалось лишь смутным пониманием того, о чем они говорят, но и то с трудом. Выбор без выбора, но все это было так интересно. Чак, ты прикинь, что они сейчас зовут нас на рейды и на всю эту тему потом скажут: так, ребят, вы рейд посмотрели, с вас ящик чаев. И мы попадем в рабство, в клановое рабство. Тебе надо комиксы писать. Мы планируем добраться до места рейда ближе к концу ночи. Run over to our base and join Discord, please. Страшно. Очень страшно. Разумеется, из-за того, что первое сообщение мы поняли не до конца, на рейд пришлось опоздать. Австралийский клан уже искал поезд, чтобы отправиться на другую часть карты. Все уже были полностью заряжены, пока мы только возвращались с фарма. Блин, мы должны были приготовиться. Мы готовы? Они сейчас выходят. Давай в машину разутываемся и гол. Чувак, это какие-то события, вот австралийская магия пришла на новый уровень, вообще сумасшедший. Как будто это мы уже не переплюнем просто. Ого! Чё там? Too many people on here? Да вообще. Русский. Руси. On ground. Oh, nice, thank you guys. So you see. Yeah. Good boy. Vladimir Putin happy. В общем, под все эти шуточки и подколы движение нашего поезда шло в сторону зимы. Впереди было уничтожение клановых стартеров, но перед этим нам предстояло зайти в Discord, что было очень страшно. Но поддерживать коммуникацию нужно было в любом случае. Погнали. Ладно, давай, go. Hello, guys. Hello? Hello. 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 Sup? Дальше оставалось лишь впитывать информацию, точнее целый план рейда сразу нескольких кланов. И чтобы вам было удобнее следить за происходящим и не читать текст на экране, большую часть диалогов вы услышите уже в переводе. Но в некоторые моменты я оставлю оригинальный звук, чтобы вы могли прочувствовать эту клановую атмосферу. Если там будут NPC-боты по дороге, убивайте их. Убивайте всех, кто мешает пройти. Нам нужно все сделать быстро, без ошибок. Русские друзья будут прикрывать нас с горы. Команда с ракетницами рейдит по моему сигналу. Билдеры строят маленькую кибитку с кроватями. Меняйте ПНВ на металлическую маску, скоро будем на месте. Wait, there's a naked to our left. No. Yeah. Yep. Go straight to You the just right. have one killed. Oh, no, I got the silencer. Yeah, straight Send the MLRS. Мы уже запустили, осталось 30 секунд. Осторожно, не подходи слишком близко, чтобы тебя не накрыло. Посмотрите в чат. Он идет на крышу. He's on roof. He's on roof right now.
Секунда до залпа. It's coming, it's coming. Жесть, МЛРС на такую киву скидывать, это очень жестко, шансов у них, наверное, нету. Их очень тяжело понимать, но пока что вроде мы справляемся. План был продуман до мелочей, но один случайный момент едва не сорвал все нападение. Действовать пришлось срочно и без лишних раздумий. И в момент, пока их база впитывала ракеты, я понял, что еще пару часов назад попытка внедриться в этот альянс могла закончиться совсем иначе. Осмотритесь, тут очень много ресурсов. Забирайте все, что видите. Тут наверху куча топлива, впитываем. Около шкафа ящик, набитый лутом. Берите ракеты, мы окупились. Так, ну вроде антирейдеров не видно. Да и ракеты что-то перестали стрелять. Наверное, рейд уже закончился. Ой, что-то я поторопился. Акума умер. Хелпа нужна. Three guys coming, 290. From sewer. Ой, он прям тут? Все, nice dead. Это антирейдер, ну-ка, Томик. Ага. Уничтожение клана АХ заняло меньше 5 минут. Это выглядело настолько мощно, что даже сами австралийцы такого не ожидали. И сразу после рейда появился новый вопрос, что делать с оставшейся взрывчаткой. Сколько у нас вообще ракет? У нас 6 ракет и куча С4. Им Лидер клана не собирался останавливаться на этом небольшом рейде. Он знал еще один клановый стартер, оставалось лишь проехать на поезде немного дальше. Тут дом немного больше, чем прошлый, но взрывчатки хватит, рейдим быстро, у нас не будет рейд-кибы, поэтому давайте аккуратнее. Тут турели, начинаем разбахивать. Все, пошла жара. Я, наверное, сейчас на скалу заберусь и также буду антирейдеров чекать. Один слева, у него мало хп. Он застроился, другой пикает из-за стены. Kill him? Богачек. Я убил его, но это бункер, нам придется рейдить дальше. К нам идут много людей, на 120 по компасу. Found the lock, to your left, found the lock. At the train, at the train, on you, at the train close. Shoot it, shoot it. I'm coming pick you. You're up, you're up, you're up. Ох, one on me, one on me. Сейчас чекнем, что Акум успел наутать. Ага, пару ганов, неплохо. Ну-ка пусть на мой инвентарь посмотрит. Молодцы, ресурсы потом в поезде покажем. С этим кланом тоже все. Мы их снесли меньше, чем за 10 минут хах. Итог этих рейдов вы можете видеть прямо сейчас на экране. За короткий промежуток времени австралийскому клану удалось уничтожить 2 крупных альянса, после чего все вернулись на базу. Ну жестко они зарейдились через МЛРС, просто в секунду дом упал, ты видел? Да. А чел не онлайн, я так понимаю, уже спят все. Не, на которые вот турки бахали не в онлайне были, им просто шансы даже не дали им. Не знаю, там на поездах просто 2 чела пришли. А вот это вот который у тебя был, или они еще что-то доложили? В меня, по-моему, не доложили пару ганов. Нет, с меня я только свое забрал. Вот чё, и вот я чела убил, его слутал, меня в спину убили. События последнего часа действительно поражали. Связь с союзниками заметно окрепла, доверия стало больше. Но главная задача оставалась прежней — снабжение клана. К постройке полноценной фермы и выводу генов нам все еще не удавалось приступить. Времени становилось все меньше, рано или поздно расходники у этого альянса закончатся, и к этому моменту нужно было быть полностью готовыми. Наконец-то фермерство, чувак. Что нас понесло не в то русло, да? Да. Ну все. Япон! Мы выиграли! Что это такое? Ну это хорошо. Настоящее ПВЕ удовольствие, именно то, чего так не хватало весь этот день. Пока я расширял ферму и занимался выводом генов, Акума параллельно строил ночную нычку, чтобы вся проделанная сегодня работа не ушла первому случайному рейдеру. Если ты хочешь научиться строить такую же, заглядывай на мой бусти. Именно туда я выкладываю все секретные гайды. Беспалевность уровень 1000. Да ну фиг догадаться, что здесь снизу щель. Две ашки выпало.
Сегодня удача была на нашей стороне, мы нашли топовый клан. А вот с выводом генов возникли первые сложности. Процесс довольно кропотливый, далеко не все зависело от нас. Где-то не хватало семян, где-то не удавалось поймать нужные 50%. А на часах уже была глубокая ночь, так что фермерские дела пришлось отложить до завтра. Завтра мы строим всю модульную ферму первого этажа и каждый ген выводим. Все, как обычно, раскликнемся к 7-му дню. Глава 2. Ферма. Все на месте. Ура, мы выжили. Второй день на австралийском сервере начинался с хороших новостей. Базу за ночь не тронули, клан постепенно отстраивал основу будущей мейн-базы. Ох, нифига себе. И осматривая карту, а точнее все магазины на ней, мне удалось заметить одну важную деталь. Ну смотри, еще ни у кого нет магазов на ЧИИ и на всю эту тему. Мы будем очень богатыми. Из-за этого хочется очень быстро все это построить. Ни у кого нету. Деталь, которая полностью изменила взгляд на ферму. Теперь это было не просто место для снабжения, а целая экономическая цепочка. И чем раньше удастся вывести топовые гены и начать выращивать ткань, еду и кусты для чаев, тем быстрее все это превратится в стабильный источник прибыли. О, смотри, посмотри, получилось? Да, это оно. Найс. А там 100% шанс. Чувак, это оно. Ура! 3G и 3Y. Мотивации было столько, что удалось вывести ген на ткань. А дальше все перешло в рабочий ритм и продолжалась стройка первого модуля фермы. Блин, это так прикольно выглядит, когда ты в таком необычном доме живешь. Не знаю, прям уютно, прям кайфово. Ну это прям мега скрещение каких-то генов, чувак, такого вообще никогда не было. Ага. О, проверяй, чувак, проверяй. W, H, Y, G, H, G. Все правильно. Опа. H, H, X, правильно. Следующей в очереди на скрещение генов стала синяя ягода. Та самая, что нужна для крафта чая на фарм. И вывести ее удалось довольно быстро. Все, есть. Хэппи, хэппи, хэппи. Теперь, имея лучше ген на синюю ягоду, оставалось разобраться с желтой. Она уже была в наличии, пусть и не топовая, но вполне рабочая. Одним словом, ферма процветала. Я даже установил пару магазинов, в которых совсем скоро должны были начать продаваться чаи и ткань. Че, может большую печку просто на улице тыкнем? Или че? Там можно просто на улице тыкнуть. Ферма становилась все больше и продуманнее, каждая деталь была направлена на экономию драгоценного времени, да и дел впереди оставалось еще очень много. И при всем этом самым важным элементом всей истории оставался клан, который уже следующим утром сбил вертолет. Да и чтобы двигаться дальше, уже требовался верстак 3-го уровня, а значит и продвинутые чертежи, которые можно было получить на ракетной шахте, вот только красной карты не оказалось, поэтому Акма просто затрейдил ее. Так, ну... Мы им должны много ресурсов, чувак, за то, что они нам дают ресы тоже взамен. О, чувак. МЛРС-ка одна. Лазер 4 хае. О, 3 дизеля, слушай. Накопаем сегодня? 15 тысяч металла. Убей. Так, иду собирать наш урожай.
Раз, два, три, четыре, пять. 6000 тканей. Неплохо, неплохо. 5000 можно им дать. То есть в среднем мы будем где-то лутать инвентарь тканей за один заход. Ну, в будущем. Ну да, да. Это раз в 2 часа. Первый урожай, конечно же, ушел союзникам. В конце концов, ради кого еще стоило строить такую безумную ферму? Hello, Bricket. Take some clothes. Hey, thanks. No problem. Thank you. Прямо сейчас большая часть клана отдыхала. Из-за разницы в часовых поясах людей было заметно меньше, чем вчера. Поэтому часть обязанностей по защите общего района легла на нас. Мы по-настоящему контролировали пустыню. Dead. Очень много рез. Dead. Тут ничего нет. Dead. Hey, thanks, man. No problem. Чередуя защиту района и выращивание ягод, нам наконец удалось дойти до крафта чая на фарм. Это оно. Еще строчка ткани. Первые магазины на сервере с продажей ткани выглядели как очень прибыльная темка. А если добавить к этому еще и чай на фарм, спрос обещал быть по-настоящему бешеным. Я считаю, что это успех. Не успев толком отпраздновать запуск бизнеса, рядом с мейн-домом клана обнаружился магазин, продающий клоны. И это было категорически недопустимо, ведь замысел мог рухнуть, так и не успев набрать обороты. Пришлось срочно перебирать варианты, искать решения, и кажется, одна идея все-таки нашлась. Надо, может, реально его запугать? Скажем, пока по-хорошему говорим. Hello, it's your base, yes? We from this big land, you need to hide your shop, it's ruin our economy, you know? I will take down shop. Он сказал, что он скроет. Магазина нет, чувак. И раз уж конкуренту удалось устранить без особых проблем, появилась возможность пойти дальше и попросить у него топовые гены на тыкву и пшеницу. Но немного нам времени сэкономили. Мне кажется, можно просто сказать и запретить на сервере вообще продавать клоны. Все это было не зря, и наши магазины раз за разом это подтверждали. Он ткани миллион выкупил. Слушай, смотри, уже прибыль. Но ресурсы выкупались слишком быстро, производство нужно было срочно наращивать, а значит сегодня ферму предстояло достроить полностью. Начинаем качаться жестко. Hello, Predate. Go on our base, on my farm base, you know. You need farm tea or you need diesel? We have teas. If you have more, you can send it me. What you want? You wanna buy something or what? I want to buy something, man. Just buy. Take. Nice. Good job. Thank you. Предоставляя красные карты, клан помогал с добычей продвинутых чертежей, а взамен получал дизель, который мы лутали на Сайла. Ну а весь добытый камень сразу ушел на строительство фермы. По большому счету она была уже почти полностью готова. Я понял. Да. Есть пирамида Хеопса, да? Она вся каменная, да? Но верхушку не позолоченная, да? Вот, я думаю, так и оставить. Оставался последний, завершающий штрих — расставить грядки. И именно с ними возникла проблема, точнее с брезентом, которого просто не было. Но ситуацию спас скраб с переработчика, на который удалось выкупить грядки в мирном городе. 37 грядок. Это очень жестко. Я поставил все грядки, которые возможно поставить.
Farmer Joe. I wanna buy cloth for crude. Where's the other one? Купил что-то. Thanks, man. Thanks, man. No problem, good luck. Казалось, что ферма наконец задышала полной грудью. Все работало как часы, клиенты возвращались снова и снова. Но спокойствие продлилось недолго. Неприятности начались именно тогда, когда Акума отправился добывать камни. Пиздец, меня убили. Это был наш район, и появление каких-то непонятных типов, построившихся прямо в скале, выглядело как минимум странно. Ответ не заставил себя ждать, клан уничтожил их меньше, чем за 5 минут. Вот только почему они вообще начали рейдить их, так и осталось загадкой. С фармом и Акумой это вроде никак не было связано, наверное. Сюда. Дизель, да сосите вы, уроды. В смысле? Реально. Это человек, которого меня подсидели, убили. Главное, что их дом был удален, все остальное уже не имело значения. День проходил в спокойном ПВЕ ритме и медленно подходил к концу. Клан только начинал заходить в сеть, а мы уже отправлялись спать. Глава 3. Первое нападение. Ой, вот это я вовремя зашел. Нас рейдят. Я не понимаю, куда они лупят. Ферма большая. Вроде первый этаж. Ну, сейчас будем чекать. О, стоит, смотри. Ха! Реально первый этаж. Ну-ка. Не поймать его. Ой, сколько людей, ну. Это клан, кажется, да? Ну, это 100% клан. Столько людей. Ну да, они реально первый этаж шейдили. Но ферма-то модульная. Они в итоге что, тут 3 грядки нашли? Ха. Так, ну магазы вроде стоят. Это самое главное. За них я переживал больше всего. Ой-ой-ой. 6 дизеля и очень много металла. Так, а в другом магазе что у нас? Еще дизель, сырая нефть и брезенты. Hello. I think we got it. Nice, thank you guys. Так, ну слушай, не помешало бы застроиться. О, это кто у нас? Брикет. Эх, я думал, это наши. Все-таки кто-то остался. Так, ну я понимаю, они его убили. О, nice, thank you guys. Come. He's dead. Put a door. Yeah, I try, but he killed me. Oh, okay. Так, ну слушайте, ферму немного подруинили, но думаю, я ее быстро восстановлю. Вот эти двери зачем-то скрыли, вообще прикол. Вот так сумбурно начался 3-й день выживания, прямо с рейда, на который мне удалось попасть вовремя. Пусть я толком и ничего не сделал, и ферму задефал клан. Hello, farmer. Hello. Это не играло большой роли, потому что все ресурсы были в нычках. А вот с Акумой новости были уже неприятные. Он заболел и ушел отсыпаться на весь день, а значит сегодня предстояло играть в одиночку. Весь этот день я планировал посвятить выращиванию ягод, ткани и пшеницы, чтобы еще сильнее закрепиться на рынке продаж, стабильно снабжать клан и вывести наше взаимодействие на максимум. Вот это я понимаю, урожай. 35 тысяч ткани, офигеть. «68 чая на фарм». Вот это я понимаю, уровень. О, закупочка.
День сменял ночь, ночь снова уступала место дню. И за все это время ферма выдала по-настоящему безумное количество ресурсов. Дроны с закупками прилетали один за другим, а хлеба накопилось столько, что его уже было больше 2 полных бочек. Так, идем немного снабжать клан. Все-таки что зря я делал? Хлеб целый день. Я быстренько им дадим ресов и, возможно, станем чуточку ближе к нашему полноценному союзу. Они, кстати, Карик снова опять копает. Hello, you have inventory? Yes. Okay, nice take. Thank you. I'll bring back. Hold on. Hey, you wanna get in team, my friend? No, I go to sleep. Oh, okay. Помимо хлеба, и перед тем, как отправиться спать, хотелось отдать им весь дизель, который удалось торговать за один день. Все-таки именно он был для клана самым ценным ресурсом. Сейчас еще дизелем дадим. 45 накопилось за продажу. Это очень много, с учетом того, что за ночь обычно, x2 я сделаю, думаю. Для понимания масштаба, одна такая бочка эквивалентна примерно 2000 серы, если копать на гигантском карьере. А значит, прямо сейчас речь шла о подарке почти на 90 000 серы. Hello, Rush, can you come? Hello, take diesel. Hey! Oh my god. Oh, thank you so much. Oh my god. No problem. When you get back online, we want to go raid. What time? Are you going to bed? Like, we probably raiding in, like, I don't know, all of today. We're gonna do raids all of today. Yeah, maybe I sleep 1, maybe 2 hours and again playing with you. Хорошо. Ну смотри, у нас на примете есть огромные базы, которые нужно зарейдить. Было бы круто сделать это вместе. Yeah, big base is crazy. Alright, we'll see you in a bit. Thank you so much. No problem. Разные часовые пояса. Одна и та же проблема не давала нормально застакаться с кланом. Я уходил спать ровно в тот момент, когда они только начинали просыпаться. Но сегодня стало немного проще. На смену мне Акума проснулся и зашел в игру. Так, ну что, начинаем заниматься огородом. Даже пропустив рейды, ставка делалась на не менее важные вещи: доверие и стабильное снабжение клана. Всем, чем только можно. Can they give me 2 box of pumpkin? It's okay, we'll just take 1 box. Thank you. Откормили клан. А что мне еще с ящиком делать? Мамки. Вера в то, что совсем скоро удастся жить с кланом под одной крышей, только крепла. Все постепенно складывалось само собой. Ловушки стабильно приносили огромное количество рыбы. Обменивая ее в рыбацкой деревне, у нас был бесконечный поток скрапа, на который Акума изучил верстаки, закрыл территорию каменными стенами и даже успел накрафтить ракеты. Он на рейд. Он чай выпил. Ладно, воруем. Вот это воруем, сейчас будем раскидывать. Ну ты, конечно, вообще не палишься. Все, смотри, все, прилетел. Глава 4. Новое начало. Так. Мне нужно чекнуть нашу прибыль. 4 дизеля. 17 дизеля. Еще 20 дизеля. И 1 000 000 серы. Нормально. Четвертый день выживания начинался без резких изменений. Магазины стабильно приносили прибыль, а ресурсы целенаправленно подготавливались для очередного подгона клану. Чем мы взамен у них просить будем? Может, гана? Какой? У меня вон калаш, алё. Но с ганов мало. У меня калаш. Ну да, но мы крафтить можем, конечно. Мы просто ящик ганов подарить, чтобы мы просто пойти весь сервер уничтожить на них. Ну блин, сколько? 23 дизеля. Вчера я подарил 45, они должны нам уже на ящики ракет таскать, чувак. Они карри копают только на наш дизель, потому что у нас бизнес очень сильно работает. Ну, 70 дизеля это сколько вот серы, на секундочку? 70, ну, на 2 умножь, это типа получается 140 000 серы.
140 тысяч серы. Все 3 дня мы потратили на ПВЕ раз, чтобы накормить австралийский клан, снабжая его практически бесконечными запасами серы, рассчитывая со временем перейти к полноценной совместной игре с ними. Но разница в часовых поясах и болезнь Акумы сильно все изменили. После удачного старта развитие будто остановилось. История зависла на месте, а мы просто продолжали делать свою работу, надеясь на лучшее. Hello guys, we have something for you. Come inside, we'll close the door. Take this, add pumpkin. I love pumpkin. I have too much pumpkin, you know. Whoa! Nice. Пускай хрумкает. О, уже начал хрумкать. Thank you so much, guys. Сейчас нам дадут наконец-то строчку калашей. Сколько нам нужно еще вырастить, чтобы они нам что-то дали? Сейчас нас убьют и выпишут из зеленки. Кажется, я догадался, где вы. Мы, по-моему, нас в open core завели, чувак. Но мы отсюда не выйдем, так что воровать смысла нету. Ого, ого, ого. You guys are off on the turrets upstairs of this space, and you guys will be off on the turrets that we place here from now on. And yeah, we'll give you the code in chat. Что они нас... чат? Они с мейн-базы заселяют, right? And there. Вау. Пожалуйста, переезжайте сюда, возьмите все ресурсы, что у вас есть, и живите тут, это было бы великолепно. Подожди, а куда лодку сувать, я не понимаю. Спроси, куда разлутываться. Да как это сказать, я не знаю. О, смотри. О, калаши. Ого. Смотри. Ха, сколько. Вау. По сотке. О, компачи. Сейчас ящик компачей уйдет к нам домой. Nice, guys, thank you. В тот момент я реально потерял дар речи, надеяться можно было на многое, но прямое внедрение в австралийский клан выглядело чем-то невероятным. О. Найс. Сейчас, ресы перенесем. Я не знаю, наверное, мы тут теперь жить будем, а чё? Да давай. Чё мелочиться? Дорога, полная падений и взлетов, в итоге привела нас именно туда, где мы оказались сейчас. И раз уж времени на ферму впереди становилось заметно меньше, появилось желание показать ее Альянсу, чтобы они увидели масштаб и поняли, что именно стояло за их снабжением все эти дни. Ой, кто это? Hello, guys. Hello. Wow. Very well decorated, yep. Чё они ржут, я не вы... Beautiful. This is a PvP farm. Like inner peaks. You can take this and transfer on your main base. If you put items into the boxes that are wired up, it should send it to the right. Вау. Ты понял? У них, блин, разлутка на крыше, это сумасшедшая фигня. Теперь можно было сказать, что переезд состоялся, впереди был новый продуманный особняк, хотя ферма по-прежнему оставалась необходимой. Снабжать огромный клан дело не быстрое. К этому моменту Альянс постепенно начинал заходить в сеть, и в качестве вишенки на торте последовало приглашение на рейд читера. This guy, we know a cheater using USP. Короче, мы идем читака рейдить. Sleepy, кран. Привет. Привет. I like booms. Balloon, get in the balloon. На шар. Мой друг. Кто твой друг? Your friend. It's my friend, yes. Ночной не виде. Идиот. Ты тебя взывает, че? Он говорит, этот день у тебя есть шлем из волка хотя бы? Глупый. Your friend глупый. Let's go. Опа, хае. Опущила. Тут чисто. Вау. У нас тут они все поумирали. Очень много серы. Вроде предет наших возит. Be careful. Окей, go.
I kill him. I kill. Go, go, go. О, офигеть, ящик компачей, чувак. Я сейчас на машине приеду с ящиком. Есть металл, калаши. Офигеть, сколько ресов, чувак. Он очень богатый. Ох, еще ящик ганов. Да не, это вообще крейзи, чел. Япон чуваков спит, у них вышки. No, in your base. It's all your loot. Okay, our loot is your loot is our loot. No problem. Yes. We work together. Yeah, we work together. В этом клане было так комфортно и по-настоящему интересно, даже несмотря на то, что далеко не все удавалось понять из-за языкового барьера. И уже сразу после того, как я разлутался на крышу, возникла идея заглянуть в каждый ящик их опенкора. О, сколько топлива! Сколько дизеля, чувак. Это вообще жесть. Вот оно. Калашики. Смотри. 150 ноутов. Вот экспа. Воруем? Все, уходим. Че, нет? О, трубы, пол ящика. Вот это я и называю по-настоящему самодостаточный клан. Иди сюда, давай магазы чекнем их. Сколько вот им прибыли ганы приносит и все остальное. О, управление, показать статистику. This is my shop. Crazy shop. Ну вот, курды очень много за ганы выкупают. А дизеля вообще нет. После короткого обхода стало ясно, что за дизель, по всей видимости, отвечали именно мы. А значит, его требовалось еще больше, чтобы у клана всегда оставалась бесконечная сера. Хлеб наш. Заодно нам удалось заглянуть в их вышку, и по ощущениям ресурсов там было не меньше, чем в основном доме. О, вышка очень жесткая. Ох, сколько миниганов и джаггеров. Прикольно. Интересно было бы с ними, конечно, со старта поиграть. Глава 5. Империя. Новая глава начиналась с простого решения. Сон был подстроен под австралийский часовой пояс. И прямо сейчас, с самого утра, все уже готовились к очередному рейду. А где у них бумы? Слышно, надо оценить бумы. Они накрафтили? Ну так, ящик ракет нормально. О, заряд нормальный. Блин, все, они говорят, нам в Дискорд надо зайти. Рейд уже был не маленьким, весь клан мобилизовался, распределяя роли в Дискорде. И нам с Акумой повезло, мы были в атакующем звене. Flex and Ryan, do you guys want Benelli shotgun? I think we need to Benelli, yeah. Do you guys want to get some HV rockets as well then, Flex and Ryan? I have already. Убедитесь, чтобы у каждого было ночное зрение, 3 строчки медицинских шприцов и рюкзак. I need night vision, guys. Ага. Nice, thank you. Так, ребята, бегите на буксир, он находится на S1 квадрате. Yeah, we're coming. Атакующие у вас есть штурмовые лестницы? No, don't have father. Они определенно нужны. Can you give me ladder? Yeah. Nice. Thank you. Good boy. Фармер Боб и Джо, во время рейда, когда мы вскроем пару стенок, я дам вам сигнал, и вам нужно будет бежать вперед и пушить. Окей. Команда рейдеров не может продолжить, пока вы не проверите все. Возможно, турели или люди в отстреле, это все создает для нас помеху. Берите штурмовые лестницы и лезьте в отстрел и убивайте всех, кого видите. Но только после моего сигнала. На пляже 2 человека. Один голый, другой в антирадиационном костюме. Пропускаем их, никому не стрелять. Там уже чувак на крыше стоит, кажись, нас скоро обнаружат. Everybody in front of the chaos. Oh shit. That's already a GG. Okay. Раз он уже увидел нашу вертушку, ты можешь байтить его с другой стороны, чтобы мы незаметно прошли к ним под дом. Я пытаюсь, он хорошо стреляет, поэтому летаю чуть аккуратнее. No one shoot. Don't shoot on the shot at. This is really good, Predator. They still don't know. Staying alive, man. Мы стреляем?
Нет, не вздумай, он до сих пор не знает. Не стреляйте, мы строим кибу. Frida, this is hilarious, bro. They know, they're seeing the scene. Я так понимаю, они отстрел ломают, и мы туда заходим. Один на крыше пикает нас через щели. То он рук. There's a turret there. Yeah. Left side, yeah. Open Core прямо перед нами. Атакующие готовы? Yeah. Вперед, вперед, вперед. Так, на Пункор вроде видно. Очень быстро мы сюда добрались. Чел сидит. А, ну ясно. Это по пингу не регает. Тут вообще никого нету. И гаражки открыты. В общем, рассмотреть лут этого клана удалось лишь частично. Все самое сочное было в магазине, прямо по центру Опенкора. Но это было уже не особо важно. Дни этого дома были сочтены. Еще где-то в отстреле ходит. Я не пойму где. Блин, ну, не знаю, то ли по пингу не регнул, то ли плохо отстрелялся. Large backpack, can you give me some ladder? Yeah. Nice. Only have 2. I got expo. Dead. Nice. Oh. Did you get my shit or not? Thank you. Oh, there's a door here there. No, can drop. You can. I've never seen so many fucking nakeds in my life. Bro, it's crazy. Еще один дом пал под нашим натиском. Все шло строго по плану, и основная часть рейда, казалось, была уже позади. В этот момент возникла идея созвониться с Акумой, чтобы спокойно обсудить все происходящее. Ты видел? Чел силит. Убил его. Они просто голыми падают и силят. Да, чел гаражку передо мной поставил, я ее открыл и убил его. Ну вот компачи, которые я перенес, вот они, калаши здесь. Что мы делаем? Мать, домой собираемся, думаю. Вот ракет сколько у них осталось, дофига еще. Блин, он сейчас на супермаркет упадет, ну все. Я же бинарий супермаркет занимаю. С башки, на скале. По-моему, на ХГ убил. По башке дал жестко. Они убегают. Гиры убегают. Сишки ракеты. МВК дверь. Сишки ракеты. МП5. Нормально, много взрывки. Ай. Вообще, во время таких зачисток района клан лучше не трогать. Слишком велик шанс просто попасть под горячую руку. Let's go. Смотри, сколько нас бежит, сейчас будет весело. Я сейчас буду ракетами заплевывать, чувак. Чувак. Wait, surely keep riding. Don't take the diesel. Let's keep going, boys. Okay, we'll keep riding. Nah, let it keep going. Let it keep going. We got what we want. Oh, fuck, I don't think it's going now. Stick around, boys. We've been waiting for this so... Нет, чувак магаз дизель выставил, понятно, что его снесут. Убил. Ой, хаешка ниже. Опа. Вот он, я его раздеваю. О, офигеть, у него нормально лес. Третий бунш.
Он все ракеты взорвал. Ну, ресы есть. Довольно неплохие. Империя росла, влияние на остров усиливалось с каждым зарейженным домом. Конкурентов становилось все меньше, и в этот момент стало очевидно, мы находились в самом большом и грозном клане на сервере. Look at that. Что такое? Лестница. Ура. Вот он, австралийский вайб. Да. Holy shit. И даже несмотря на разницу в часовых поясах, нам удалось застакаться и находиться в онлайне прямо в австралийский прайм. Но чтобы прокормить всю эту территорию, требовалось огромное количество дизеля. Магазины вроде бы справлялись, однако все равно было недостаточно. Поэтому было принято решение перехватывать каждую нефтевышку, чтобы его стало еще больше. Он на кране, то есть надо бочком, вон мы видим кран, бочком к нему подъехать, я его сотру, потому что боты стоят там. Ага. Дэд. Тут ганы есть. Тут его друг помер, лутаю. Еще миниган. ЛРК и гир. Еще по планам на сегодня был разговор с одним из игроков Австралийской империи. И главная проблема заключалась в том, что английского для этого катастрофически не хватало, так что помимо красивой комнатки... Ночи дождемся? Очень круто было бы. Пришлось звать еще и переводчика. Здорово. Я сразу говорю, что мне, может быть, перевести обратно на русском, это, ну, не так легко будет. Да, Вот, да. смотри, это... Hello. Да-да, это вот лидер клана, грубо говоря, ну вот второй человек в клане, вы их понял? То есть лидер есть, и он вот второй лидер, как бы, грубо говоря. Ну, ты ему расскажи, что мы зададим пару вопросов, а ты будешь нашим локальным переводчиком, вот, можешь ему объяснить? Okay, so basically we're gonna ask you a few questions, and I'll try to do my best to translate it back and forth for you. Okay. Yep. Привет, как ты относишься к игрокам, которые заходят играть не на свой регион, например, таким как мы с пингом около 300? Считаешь ли ты, что это портит игровой процесс для обычных игроков из вашего региона? I don't mind other regions coming to play here. Absolutely not. I do wonder if the lag is giving them an advantage or disadvantage. I'm not sure with that. Я вообще не переживаю из-за того, что другие регионы играют тут. Совсем нет. Честно говоря, не уверен, дает ли это им какое-то преимущество или наоборот. Но если говорить о русских игроках или китайских, то там много читеров. Так что, если ты не из их числа, значит, добро пожаловать, будем рады тебя видеть. Ну вот, главное, если вы не используете там программы, которые помогают вам играть, все нормально. Вот, у них вопрос тоже к вам. Как вот вы с 300 пингом умеете там, не знаю, там с хеликоптером летовать? Или вам это не мешает? Высокий пинг нам не доставляет серьезных проблем, мы используем специальные программы, которые немного его снижают, так что в целом все в порядке. These guys, they did quite well. Они прям уверенно забирают маленькую нефтевышку даже с таким пингом. И когда мы пытались зарейдить их в прошлом вайпе, для нас это было очень тяжело. When we tried to raid them last wipe, it was very hard for us. Предет, у вас хороший клан и большая, хорошо защищенная база. Почему вы решили впустить нас жить вместе с вами, не опасаясь, что мы могли бы украсть ресурсы или как-то навредить? Ну это же просто игра. Мы не дети, нам всем по 20-30 лет. И для этих парней такой объем лута вообще ничего не значит. Мы можем спокойно все это нафармить за 1-2 дня и вернуться к той же сумме. Для нас это в первую очередь фан, мы играем ради удовольствия. И если они захотят нам заруинить или забрать лут, окей, мы его потеряем. Тогда мы просто уйдем на другой сервер. Так что, думаю, мы просто рискнули сыграть с русскими, и, как видишь, мы еще на сервере.
Давай перейдем к следующей теме. Расскажи подробнее о вашем плейстайле. Есть ли у вас какие-то фирменные приемы, советы? У каждого региона свой стиль. Расскажи чуть подробнее про австралийский. Сложно сравнивать регионы, я там особо не играл, но на китайском сервере было тяжело. Они играют стратегически, их больше. Это было удивительно. Что касается фишек, у нас при этом есть четкий план. Раш заранее пишет его перед вайпом. Мы двигаемся по паттерну, строимся в нужном месте, все согласно плану. И последний вопрос на сегодня. Предет, как вы относитесь к русским? For me, I don't mind Russians. I think some people... Вопрос довольно провокационный, чтобы не превращать весь этот мирный вайб в бесконечные споры, этот момент я уже залил на бусте. Да и вообще большая часть интервью в дополнительном видосе. Мы разговаривали на разные темы, жизнь в Австралии, насколько это дорого, да и даже сам Предет нам задал пару вопросов. Кому интересно, переходите по ссылке в описании. Oh, nice to have this chat and nice to have a good translator for this, thank you. Yeah. So beautiful. We can talk with you and understand all what you saying and what I'm saying. You know, it's so crazy. Yeah. Alright, thank you. You guys are very good players too. Yeah, you See too. you around. See you. Я пойду просплю здесь где-то. В горах. Уснула. Разговор получился по-настоящему душевным и неожиданно интересным. Другой регион, другой плейстайл. В это хотелось погружаться больше и больше. Но впереди нас ждали базовые задачи. Ферма и фарм для ее содержания. Ну и между делом мы избили пару вертолетов. Ой. Все. Ой. Ох, им душит. Я ему голову дал хит. Интересно. Зарегал? Он мне с элки дал. У него в доме 2 на 2 элка. На машине забрали. Maybe raid him? L96. Так, он не дает нам фармить, значит такого не будет больше. Бегу. О! Он ждал рейда. Он силится в МВК. Он просто вышел и умер, прикинь. Опа. Компачей дофига. Дизель даже есть. А где Элка? Версаком? О. Второй. Все, зачистка из района. Ищем Элку. You found L9 or not? On here. L9. Окей, good. Что тут? Шкаф. Можно застроиться. Сейчас я застрою. Дизель тут есть, топливо. О, найс. Чувак, у нас ссылка появилась. Офигеть, как тут красиво. Вообще по-другому комната воспринимается. Ну да, вайп есть. Вроде как на сегодня все совместные активности с кланом, казалось, подошли к концу. Они отправились отдыхать. А Акума решил воспользоваться этим моментом и аккуратно повзаимствовал немного ракет, которые планировалось пустить в ход, выреживая каждый дом на свалке, чтобы приумножить запасы дизеля. Ой! Сейчас бы закончились на это. Вот это, по-моему, газ ведет. Вот это надо. Да. Давай. Гаражка. Сюда дизель. Заводи. Сейчас еще бы какой-то кибы посмотреть. Вот каменный дом справа. Вот маленькая киба 2 на 1. Вот эту кибу я бы сносил, наверное. Ну 2 ракеты это вообще капец тратить. Там МВК потолки.
Там, это бункер. Мы никуда не пройдем. 16 ракет только тратить? Не-не, нам не хватает, это очевидно. Сколько у меня? У меня 3 ракеты. Австралийцы из Вайпа Вайп застраиваются в бункеры, их легко понять, здесь слишком любят рейдить. Так, сейчас я ему дизель, да? Вот они. 6, 12. Дофига, тебе надо немножко докрафтить. О, автокрафт, что ли? Скоро у них будут вопросы. А где наши ракеты? Ой. Как же этот дом рассыпается, не могу. Уголь, ганы. Немного серы. Подводные сета. Фигня. Ох, компачей очень много, чувак. Нормально, лутаемся. 500 круды, да не, нормально. Более чем достаточно. Разутка. Без дизеля клан существовать не может, вся эта территория пожирала огромное количество металла. Но поработать удалось на славу, запасов хватало с головой и можно было спокойно отправляться спать. Глава 6. Байт на 1400 часов. Новая глава, точнее уже 6-й день выживания. За прошедшую ночь в целом изменилось немного. Клан без остановки копал карьер, продолжал выреживать дома, и что особенно бросалось в глаза, успел построить себе огромную надпись из гаражных дверей. Ого, как она прикольно переливается. Ой. О боже. Жесть. Офигеть, как это красиво выглядит. Какой топ. В общем, как всегда, сделали красиво. А вот чем нам заняться этим утром было не совсем понятно, поэтому решение пришло само собой. Снова перехватить нефтевышку, так сказать, налутать еще немного дизеля. А, они бота убить пытаются, лол. Нет, это чел, он убил одного. Нельзя, чтобы он нас тоже увидел, иначе он не спрыгнет, чувак. Лодка к нему плывет. Ага. 2 чела. У него калаш. Он в воду спрыгнул. Перед нами, да? Да, да. Ну давай буду дропаться. Отойди, мне надо похилиться. По-моему, я 2 стер. Убил его. Очередной рик оказался в кармане, правда по итогу я остался без аккума и без коптера, а он без интернета. Дед. Вот это лута, вот это лута. Вот и калашик. Дизель бы забрать, и можно уплывать отсюда. Вот еще 4 дизеля, уже 8, нормально. Найс. Найс, thank you. Че, ты вернулся, алло? Да. У меня интернет офф, то ли. Оплатил его, и все нормально. Снова воссоединившись с Акумой, пришлось задуматься, чем заняться дальше. Именно тогда появилась действительно крутая идея построить для клана зал славы. Место с трофеями и памятными фотографиями. Вообще мы еще планировали там проводить вечеринки, но об этом чуть позже. А это, господи. Что касается вечеринки, так вот, я заранее записал пару кассет с разными треками. В будущем планировался небольшой интерактив, где клану предстояло оценить русскую музыку. Тяжелый свек, бро.
Кто-то прыгает в хазике. Я прям отчетливо прыжок хазика слышу, знаешь? Не вижу никого. Да-да-да, меня убили, я дед. Он сверху убил. Все. А ты ладерки не услышал или как? Не было их, я тебе говорю. Или он не ставил, или тут просто ладерки стоят, я не знаю. It's Japan people, I don't know who is this. I know where they depot and come. Какие-то непонятные типы решили заруинить стройку. Убить может и можно, а вот выйти с территории клана живыми уже вряд ли. Смотри на этот эпик. Да-да, метро топает. He's dead. Мамо. Эти файты по факту не имели для нас никакого значения. Да, им удалось утащить пару гиров, но далеко с ними уйти не вышло. Предет настиг их уже глубоко под землей. А что касается стройки, она была почти завершена и могла подождать, потому что прямо сейчас в планах был рейд одного крупного дома. Мы вот этот базу будем рейдить? Через крышу будем рейдить. Let's go. Они в онлайне? Онлайн. Все, фотик отменяется. Я скоростную группу. Это чего? Чего? Меня взорвали. Откуда? Он в щелы работает. Я даже... у нас толкоптер минус. Мы даже не понимаем, откуда по нам бахают. Ох, меня бахают. Я понял, откуда. Меня хаешка убила. Я не знаю, как этот дом рейдить. Это невероятно. Осознание того, что это была ловушка, пришло быстро и предельно ясно. Попытки камбэкнуть уже ничего не меняли. К этому моменту все наши ребята из клана были убиты. А при проверке его профиля становилось очевидно. Либо перед нами читер, либо чел, использующий пустой аккаунт как байт для рейдеров. You want to raid this base again? No shit. И раз уж он хотел получить рейд, отказывать себе в этом удовольствии никто не собирался. Ох. Ага, я вижу взрывы. Опа, с глушителя тушит. Справа. Один хит, два хита. Дед? Я тоже хит поставил. Ну, что-то вообще терпит жестко. Убил. Я шкаф вижу. Все. Дилет. Даю хиты. Разбил сил. Убил его, по-моему. Очень... Я в огонь стреляю. Я... Мозг у меня. Я не вижу, там огонь. Там очень много хитов было. Где у него ресы выше, что ли? Что-то ресы такие, ну может они забрали уже все? Come joy. Вот. Япон! Здесь, кам! О! Пофиг на мой лут. Рюкзак. О! Чувак! Что делать, чувак? Делаем разницу, делаем ноги. Рюкзаки набиваем. Cute, take this, cute, come to me, take this large backpack. Вот это ресов. Вот это называется по байту. 1400 часов.
На этом рейде уже невозможно было остановиться, аппетит рос, ресурсов хотелось еще больше, и сразу после разлута, взяв немного ракет, пришло время снова защищать дома около свалки. Слушай, смотри, вот у него здесь гаражка, а вот тут непонятно что, не проще ли нам сюда вбить? Все, давай чек. Да, Есть? да, нычка. 3000 скраб, чувак. Это очень плохая нычка. Такие нычки мы не строим. Он, скорее всего, расплитил, вот слышишь? Айда чекать с другой стороны. Ну да, тут такая же история, по-моему. Все. Ох. Ха. Очень хорошо. Серый очень много. Тут чё? Тут фигня, да? Ну понятно. Фиксируем прибыль, так называемую, да? Дофига ресов, чё дофига. Эти продолжают серу скупать сколько? 31 тысяча серы. Так и закончился. У нас бесконечный день выживания. Глава 7. Австралийский вайб. С рассветом начиналась новая глава и новый день выживания. На австралийском сервере все оставалось по-настоящему стабильным, магазины продолжали приносить огромную прибыль. Ой. Сколько же они делают дизеля? Которая сразу же направлялась в клан. Wow, thank you so much. No problem. That's gonna help a lot, yep. За все это время нам удалось закрыть каждую потребность клана, и дальше оставалось лишь получать удовольствие от самой игры. Например, перехватывая нефтевышку весьма необычным способом. 3 хеля атака. Красиво. Вижу чела. Вижу. 2 чела. 3 чела. Воду подропались. Дроп мне? Я. Ну все, они попрятались. Лодка на W. Ее уничтожили. Коптер? Да. Я не вижу его. Что? В воду спрыгнули оба. Голый. Дед один. Второй дед. Оба naked. Да кто-то под нефтевышкой там будет подо мной. Голый прыгает. Да. Убил. Го. Дед. Найс. У них красная карта. Это они лутали. Это они спрыгнули. Смотри. Нормально. Там еще какая-то двушка у тебя в спине была. Ну да, это все трое. Они нас решили это флангануть. Ну так. База? Ну так. Короли гигантского экскаватора, именно так назвал себе этот мощнейший клан. И в подтверждении своих слов они довели дело до конца, доделав надписи с гаражных дверей. Экскав. Капец, как круто выглядит. Да. Кингс. Короли. На сегодня по плану стояла зачистка еще одного крупного дома. Люди постепенно заходили в сеть, база оживала, и все вокруг готовились к очередному рейду. Do you have rockets on you? Oh. Do you have space? Can you get some? Yeah, we can. Все впитывать? Наверное, да. Ну, посмотри, больше нету здесь, вроде нету. Ну, я взял 2 строчки ракет. What do you guys think about this? Women can't drive. What's up? Gangsta rap. А вот как только рейдить надо, так все онлайн зашли. Так, корреспонденты выехали. Ой. Что происходит? Перехват там? Тут перехват. Ой. По кому-то попали, видимо. Кажется, мы поменяли таргет.
Или мы чинимся просто, не понятно. Нашего убили? Нашего убили. Да тут вообще мини-домик. Что это такое? Я сел. Еще кьюта не хватает. Все. На руфе чел? Что такое? Да, по-моему. Двери компаунд открыл. Из компаунда выходит. Сейчас будем разбахивать, уже разбахиваем. У них отстрел сейчас пойдет. Отстрел падает. Опа. Сзади голые некиды бегут. С фермы, один дает. Справа ферма. Дрон? Да, да. Вау, меня ракету пульнули, алё. Не, ладно, слушай, я пошел вниз, Я иду туда вниз, потому что меня дробовик. Мы в опенкоре, Япон! Тишки, аккуратно. Я территорию контролирую, я тут бегаю 360. Тут голые некиды не заходили. Че, они бумы забирают? Нет? О, наконец-то он посмотрел на бумы. Да, он бумы впитывает, наконец-то, все нормально. Что происходит? А, мы уже дальше идем на их территорию. Чем их ферму идем бахать? Гараж бахать. Ох. Ого. Буры нужны, мы не понимаем, тут здесь утка или нет. Пусто. Пусто. Нет ут, он говорит. Фигня. Опа. Третий бенч. Сера. Компачи. Нифига себе. МП-5. Огромная деревня не оставила после себя ни единого шанса на выживание. Еще один конкурент был окончательно убран с карты. Че, они всю утку мунули, пойду посмотрю, что у нас есть. А, мы вверх сбиваем, забей. Вот это пуля, офигеть. Упал? А, ну он упал. Пойдем? Пойдем. Да. Я с этого ХГ просто отработаем. Блин, он плохо упал. Вообще не видно. Бомжа. Все. О. Стишки ракеты. Стишки ракеты и просто ракеты. Ох. В общем, теперь, можно сказать, мы тут закончили. И самое время возвращаться на базу. Раскумар ты словил. Социальную дистанцию держите. Отстань. Че это вы? Вы что, водитель бежит, что ты бежишь? Он тянет нас, как на поводке. Опа. Где? Это enemy. За стенкой. Еще за стенкой. Убил.
Не, прикинь, ты просто убиваешь, типа, водителя, и на тебя просто 20 человек высаживаются. Я умер. А чё вы сидите? У нас водителя высадили, вы чё сидите? Не, у меня пинг будет. Что ж мы никак доехать-то не можем, а? I have C4. Деревянная дверь, алло. Wood door. Rocket. Rocket. Мы деревянные двери ракетами сносим, ты видишь? Hey, right here. Go to C4. This one. Yes. А я... Вон он. Он даже шкаф не заводит. Он слева. Да, он стоит здесь. Look, farmer. Yeah. Все, он dead. Компачей много. Калаш здесь. Четыре дизеля. Для такой кибитки неплохо. Ура. Разутываемся. Пошла насыпка. Теперь пришло время вернуться в зал славы, чтобы обсудить весь этот вайп вместе с австралийцами. И, конечно, без переводчика здесь не обошлось. Здорово. Your elevator killed the boss. What the fuck? No, my boss. You see? They killed my boss. It's really Yeah, definitely will. Смотри! How is it up there in Australia? Yeah, it's pretty hot. Oh shit. Hello guys, so many people. Oh, Ребята, мы позвали вас сюда, чтобы подвести итоги нашего выживания, но прежде чем сделать это, я задам вам пару вопросов. okay guys, hello everyone again. Помимо игроков из Австралии, представители каких регионов еще играют в вашем клане? We have a mix of people. Majority is Australian, but there are a few Koreans, there are a few Chinese, I think Malaysians. У нас довольно интернациональный состав. Есть игроки из Китая, корейцы и, конечно, без европейцев тоже никуда. Ну, с языковым барьером, конечно, тяжело. Надеюсь, у вас там все знают английский. Ладно, следующий вопрос. Как вы можете описать наш совместный вайб? After playing the whole wipe with these guys, yeah. So how hard was it to play with them? Wipe went pretty good for us, but there was just a lot of issues with all the enemy teams, to be honest. В целом все нормально. Нам очень понравилось играть с русскими ребятами. Хотя проблем с соперниками было много, и экшена оказалось меньше, чем мы ожидали. Пару больших кланов закадрейдили, а другой крупный клан ливнул после неудачного рейда. Но при этом мы зарейдили кучу домов, стали королями экскаватора. И в итоге я бы сказал, что вайп вышел довольно успешным. Мы проболтали до самой ночи, разговаривая на разные темы, но сейчас пришло время немного подвигаться. Ночной вайп и дискотека, ну и оценка русской музыки. Окей, короче, пока ночь, нам нужно сделать дэнсинг, да, дискотеку небольшую, а потом утром мы вернемся и уже заключительную часть сделаем. Okay, go, let's go. Теперь скажи им, что мы сейчас будем врубать им где-то 5 русских треков коротких, и они должны оценить, насколько вот им это нравится, понял? Погнали? Окей, go. 10 out of 10. 9 out of 10. 7 из 10, 7, Makes me 10, feel like 8. I'm in the Russian mafia. Pull up to the Kremlin. Понял, да? Да. Окей, next. Супер. 10 out of 10, платина, Платина. Probably like 5 or 6. What? Sounds like a Russian Post Malone.
Post Malone русский. Oh, bro, this guy's the goat. I can't believe you just said that. True. Окей, next. Так. 9. Ого, им понравилось! Easy 9. Easy. Легкие 9. Это топ, это самый популярный, лучший трек из всех. Окей, go next. Интерактив получился действительно веселым, но, как вы понимаете, YouTube сильно душит за авторские права. Поэтому полноценную версию я выложу на бусте. А в Телеграме будет расширенное подведение итогов, так что все ссылки, как обычно, ждут вас в описании. Окей. Так, ребята, ну что ж, пришло время сказать всем огромное спасибо за то, что дали шанс поиграть с вами. Вы все крутые, было безумно интересно. Если у вас есть что сказать, можете высказаться прямо сейчас. Yeah, Farmer Joe is very happy that he got to play with all of you people. Tell them that it was great playing with them. They seem like... Вы реально очень крутые ребята. С вами было дико весело играть эти маневры на атакующем коптере. Ха-ха, рейды тоже были огонь. Да вообще все, что мы делали вместе, было просто сумасшедшим. Yeah, it was a really good experience for us all, honestly, I think. Да, это был реально очень крутой опыт для всех нас в первую очередь в плане общения с людьми, которые не говорят на нашем языке. Где-то сами, где-то через чат GPT. Просто с терпением и паузами, чтобы все были на одной волне. И в итоге это реально сильно помогло. И оказалось очень полезным опытом. Maybe you guys have like each one of you have like a favorite moment of the vibe. Yeah, definitely. I think it was hilarious when we would be raiding and we were, you know, deep in the core of. They just whip the camera out and take a photo of me standing next to one of the defenders when they're naked. А где эти фотки? Guys, thank you everyone for coming. Thank you for your time. Thank you. Thank you guys, it's absolutely crazy vibe for us. Cool story. Do you have a camera for a photograph session? 3, 2, 1. Perfect. Okay. I'll take you away to where the sun shines so bright.